2012 году. Эта черепица сохранилась 12 века. Так, здорово. А вот это были апсиды. Ну, сравнение. Сюда пошла. Направление восток. Апсида всегда идет на восток. В сторону восходящего солнца. Это ж, надо же, 12 век. Здесь, конечно, сохранился больше участков. А здесь что было? Для то ли хозяйственного, ну. Вот туда прочь. Видно, что его сделали капитально. На известковом растворе. Да. Ну, тут кто-то навыкладывал тоже черепицу. 12 век. Вот сложно представить, что сохранились так великолепно они. Вот стена. Вот окончание. Стены это самой базилики или, Да. или какие-то были еще укрепления здесь? Вон да, четко видно. Известковый раствор. Четко как видны. Да, только она тут, мне кажется, не маленькая была. 15 на 15 метров. Вот такие будут. Конечно, геодезическую эту штуку сначала скинули тоже, куда нашли, прямо на нее. Даже не хватило. Южная сторона даже получается. Юго-западная. Западная сторона. Ладно, вот она продлевается. Ага. Это были как бы подпорные стены. То есть То ступени. есть сделали своего рода основание, Да. а на основании начали строить саму базилику. Вот она выкладывали, а Ага. базилика, чтобы она была там, чтобы она уже не съезжала. Вот смотри, сколько много здесь черепицы. Целые залежи. Это вроде как говорят был вот этот вход. Вот она, видно, или стена, и как раз вот здесь вход был сюда. Вот а стена пошла, вот она. Жили бы, конечно, здесь не варвары, его бы сохранили. Конечно. Естественно. Все расточили сначала на строительные нужды, а потом какой-то поставили геодезический пункт, Да. прямо на базилике, а потом приехал еще какой-то дегенерат на экскаваторе Гора Малаху. и все разнес. Здесь примерно. Да, блоки из песчаника. Надо же было такое вытеснить. Плиты настоящие. Это как дольменная плита. Вот какой блок лежит. Ага, здесь да, большой блок. Интересно. Вот
вот эта стена плита вот отсюда упала. Вон они, блоки вниз. Скатилась. Скатилась, потому что уроды начали двигаться. Ну смотри, видишь, место выбрано для нее все-таки неприступное, да? Смотри, какие крутые склоны. Здесь попробуй залезть. А это что такое? Здесь, скорее, что был какой-то карьер по добыче песчаника. А, то есть для этого храма. Может быть, для этого храма. Ага. Понятно. Вот они вынимали породу здесь, кололи. Да. Так, спустимся. Опа! Здесь написано остатки христианского храма, Малоафонский храм, 9-10 век. 9-10 век. Удивляюсь, если бы вот эти все достопримечательности были сохранены, какой же был бы туристический поток. Это же надо же все так рушить, всю историю. Тебе нужно дорогу сделать. Да, здесь уже ничего себе. Ну, посмотри, нормально или? Нет, лучше здесь не ходить, честно говоря. Или только по дереву. Нет, Леш, лучше не надо. Да, ну что, дорога. Я по стволу пройду. Где вот малоазиатская рыба? Практически не видно ее на фоне листвы. Красная книга Российской Федерации. Красавица. Сколько мы идем с тобой? Ну правильно, час где-то. Печь. Да, тут вот какой-то лоток для слива. Да. Вот смотри, снизу видишь какой-то известковый раствор. Из него клали эти булыжники. Да, он крошится. Известковый раствор. Диаметр 4,75, 4,85. Глубина 2,1 метр, 2,8. В центре грабительской ямы. Вот. Ага, кто-то уже тут искал что-то. А ты... Камни кладки, песчаник, причем видно, что он обожженный, красного кирпичного цвета, да. Следов закопчения нет, наверное, вытерлось или вымылось. То есть 20-го. Черкесы не использовали известковый раствор, так как каменных домов не строили. Зато в районе Афона есть развалина средневекового храма, для которого в этой печке могла отжигаться известь для приготовления раствора. А может, и обжигали черепицу. Да, видишь, заметно возвышается над окружающим ландшафтом. Да.